10 школьных спортзалов модернизируют, еще в 6 десятках учебных заведений обновят спортинвентарь. В крае идет реализация проекта, который курирует знаменитая фигуристка Ирина Роднина. Репортаж из Тюменцевского района. Всего 5 месяцев назад в одном из ветхих школьных спортзалов Павловского района депутат Госдумы Ирина Роднина и Александр Карлин объявили о старте этого проекта. Сегодня наступает время принимать работу. В этом году у нас двойной праздник. Мы получили грант в размере 1 миллион рублей за сетевое взаимодействие. И поэтому думаем, что вот обновленный спортзал, он нам позволит все наши планы реализовать в полном объеме. Контролируйте качество работ, спрашивайте с подрядчика. Они работают за хорошие деньги, поэтому спрашивать с них нужно по полной. Будем. Наш край стал пилотным регионом партийного проекта «Единой России». К 2 миллионам рублей из краевого бюджета на ремонт спортзалов в селах добавили более 32 миллионов. На эти деньги сейчас полностью преображаются 10 спортивных объектов под современные требования. Это означает замену практически всего. Систем отопления, кровли, окон, стен, полов. В этой школе волейбольную площадку застелят корабельным покрытием. Специальный брусок произведен специально для спортивных залов. Будет покрытый яхтенным лаком в несколько слоев, то есть даст крепкое покрытие. И будет фактура дерева, то есть массив дерева, то есть цвет дерева будет у него. Стоимость капремонта этого зала около 2 миллионов рублей. Строителям надо будет сдать объект к 1 сентября. Задача состоит в том, чтобы получить современный спортивный зал, максимально удобный, комфортный, соответствующий всем современным требованиям и позволяющий вести и преподавание, и ведение факультативных занятий и с детьми, учащимися школы, и с населением, которое здесь проживает. Школьный спортзал станет центром развития в селе греко-римской борьбы, местом работы волейбольной и баскетбольной секций. Закупка спортинвентаря тоже предусмотрена программой «Детский спорт». В эти дни 60 школ края составляют заявки на покупку нужного им оборудования. Владислав Сухачев, Дмитрий Клишин и Антон Федотов. Вести Алтай.